Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Вести сегодня, и в этом выпуске мы поговорим о том, как западные компании вынуждены нанимать юристов, чтобы обойти санкции, которые были введены против России. Итак, на фоне введения беспрецедентных санкций против России, зарубежные компании вынуждены нанимать огромное количество юристов, чтобы не нарушить санкционный режим и избежать штрафов. Об этом пишет агентство France Press. Соблюдение всех антироссийских санкций Запада доставляет потери и неудобства, потому что Россия, как оказалось, тесно интегрирована в мировую экономику и рассматривалась многими западными компаниями как перспективный рынок, пишет агентство. А директор по стратегии развития продуктов Modis Analytics Алекс Зак и вовсе заявил, что его компания в последние недели общалась по вопросам соблюдения законодательных требований с сотнями директоров различных компаний, которые сейчас бьются над проблемой воздействия санкций. Некоторым компаниям приходится расширять свои юридические команды в связи с постоянно меняющейся ситуацией, приводит France Press слова источника из европейского банковского сектора. По его словам, ситуация на рынке усугубляется еще и тем, что новые ограничения вводятся почти каждую неделю. Ну и в продолжение темы хочется добавить, что Евросоюз в ближайшие 5 лет потратит дополнительные 195 миллиардов евро, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России. Как сообщила 11 мая на своем сайте газета Financial Times, такой бюджет предполагает подготовленный Еврокомиссией проект ускоренного энергетического перехода. В данном документе говорится, что быстрое снижение зависимости от российского ископаемого топлива возможно за счет ускоренного перехода на чистую энергию. Ради этого к 2030 году Евросоюзу необходимо будет сократить энергопотребление на целых 13% вместо планировавшихся 9% за счет повышения энергоэффективности. Ставится также цель более чем в 2 раза увеличить производство энергии из возобновляемых источников, доведя ее долю в европейском потреблении с 22% в 2020 году до 45% к году 2030. Ранее предполагавшимся Еврокомиссиями целевым показателем была доля всего лишь в 40%. Ну и среди прочего, ставку предполагается сделать на зеленый водород, потребление которого в Евросоюзе к 2030 году может составить 20 миллионов тонн, причем половина этого объема будет импортироваться. Ну а также пресловутый биометан. В заключение хочется отметить, как пишет Financial Times, проект планируется официально представить 18 мая. Он потребует внесения изменений в несколько директив Евросоюза, включая ослабление требований к проектам в сфере возобновляемой энергетики. Вот таким образом Евросоюз сейчас приспосабливается к жизни в условиях антироссийских санкций. Такая новость была у нас к этому часу. Я напоминаю вам, не забывайте подписываться на канал и включать значок оповещения, чтобы не пропустить новые выпуски, писать мнение по поводу темы в комментарии, и желаю вам хорошего дня и только приятных новостей.